Всем привет! В этом видео будет рассказано о 5 способах, как поднять валюту в игре Дурак Онлайн. Способ подразумевает создание большого количества аккаунтов для слива валюты основному. О том, как создать много аккаунтов в игре, можно найти в прошлых видео. Минус данного метода в том, что при злоупотреблении могут обнулить основу и удалить все созданные аккаунты. Для избежания подобного лучше сделать фейковым аккаунтом какую-то активность, немного побед, рейтинга. Так, имея 20 аккаунтов, можно каждые 6 часов получать 30 тысяч бесплатных кредитов. В этом способе нужно занять козырное место. Настройки игры должны быть такими: 4 игрока, 24 карты, остальное по вашему усмотрению. Занимаем 4 место. Оно всегда будет давать преимущество перед остальными. Обычно падает от 2 козырных карт. Очень редко может выпасть один или вообще без козырей, в отличие от остальных ячеек. Если нет возможности занять 4 место, то советую отдать выбор в пользу 3-го. Там выпадают карты, которые очень легко сбросить в процессе игры. Также можно играть с такими настройками: 6 игроков и 36 карт. Тут отдаем предпочтение 6-му месту в качестве козырного и 5-му соответственно. Играть лучше на ставках не выше 25 тысяч. В большинстве случаев на высоких играют командные игроки, которые будут стараться вас слить, и зачастую это получается достаточно просто. Не советую идти на крупные. Игра с помощником. Им пользуются большинство профессиональных игроков. Карты в голове держать не нужно, думаешь только о тактике. У кого имеется ПК, могут воспользоваться вот таким помощником для запоминания карт. В настройках можете покопаться, есть возможность настроить размер колоды, стиль рубашки и так далее. Играть лучше на таких настройках: 36 карт подкидной или переводной, на ваше усмотрение. Но я, как и многие топовые игроки, отдают предпочтение подкидному. Карт не слишком много, чтобы игра затягивалась, и не слишком мало, чтобы противник мог легко запоминать вышедшие и наши в руке. 24 карты не рекомендую, потому что там чаще всего решает рандом, начальная раздача. Поэтому на скилл надеяться не приходится, в основном заканчивается проигрышем. Теперь расскажу о самом подлом, но очень действенном способе. Игра в паре. Можете играть по связи с друзьями, давая информацию о ваших картах, чтобы заваливать противника. Или, если имеется ПК, скачать эмулятор, в моем случае Nox. Сделать 3 аккаунта, создать игру с такими настройками: 4 игрока, 24 карты. Тем самым при первой раздаче уйдет вся колода, и мы будем прекрасно знать, какие карты есть у игрока. Расставляем наши аккаунты по таким местам. 3-е место оставляем пустым. Все, комната создана, ожидаем жертву. Вот так, просто за несколько минут, без особого напряга, получаем кредиты. Можно было сыграть и на очень большой ставке, но ожидать пришлось бы долго. Ну и самый простой и быстрый способ – это купить валюту в нашей группе. Все надежно, быстро и качественно. Ссылка в описании. На этом все. Было рассмотрено 5 способов, как поднять кредиты в игре. Ставьте лайк, если видео оказалось полезным, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всем удачи и пока!